какой-то неприятный сюрприз. Нет, ну а что вы хотели? Всем привет, с вами Наташа Берсик, и это мой первый обзор на Bratzilla's. Практически Bratz, но даже этот обзор, уверенно, вас удивит. Эту куклу зовут Сашабелла Pose. Она продается на eBay в новом состоянии примерно за $150, а в Таиланде я нашла ее за $29. Но уже в открытой коробке, в потрепанном виде, к сожалению, без расчески и, самое главное, без колпака ведьмы. Я заметила это только после того, как ее получила. Возможно, я бы даже не стала покупать ее без колпачка. Теперь буду искать, потому что какая ведьма без колпака? Ну а что касается бренда Bratzilla's, то я признаюсь честно, что я долгое время относилась к этому бренду с некой ноткой предубеждения. Будучи фанаткой Monster High, я воспринимала Bratzilla's исключительно как ответку компании MJ на появление бренда Monster High. Bratzilla's вышли в 2012 году, то есть спустя 2 года после появления бренда Monster High. И хоть тематики брендов отличаются, там дети монстров, здесь ведьмочки, их объединяет фантастическая тема. Особенно схожи коллекции Create a Monster и Switch a Witch. Но на сегодняшний день я уже не так категорична. Я понимаю, что конкуренция между брендами — это всегда двигатель прогресса и появление новых интересных кукол. И Bratzilla's, в свою очередь, для многих стали любимыми куклами детства и предметом коллекционирования. Даже я нашла среди них ту, которую захотела поселить в коллекции, и это девушка с татуировкой котика. Она вышла в июне 2013 года в коллекции Back to Magic, то есть обратно к магии. Ну а полное название бренда Bratzilla's House of Witches, то есть Дом ведьм. На арте Сашабелла изображена в ее базовом образе, а дизайн коробки преимущественно в зеленых тонах, и этот светлый природный оттенок зеленого — это основной цвет Сашабеллы. Большая часть коробки состоит из прозрачного пластика, который ранее был приклеен к картонному заднику. Наверху коробка фигурная, в форме школы ведьм. С обратной стороны на коробке нам рассказывают, что в этой коллекции представляют 2 новых ведьмочек из разных частей мира. Здесь есть фотография кукол коллекции, и я думаю, речь идет про Илиану и Викторию. Кстати, у этой коллекции также есть телевизионная реклама, где куклы колдуют и показывают свои волшебные способности. Ну а этот обзор нам наколдовали бустеры Егор Каспаров, Тони Ли, Лисичка Чехленко и другие. Отдельный магический привет сегодня улетает эксклюзивным Лине и булочке с тревожностью. Ссылка на Бусти, как всегда, в описании. Там сейчас разыгрываются куклы Shadow High. Ну и, пожалуй, стоит напомнить, что Bratzilla's — это добрые и гламурные ведьмы, кузины Bratz. Даже их имена позаимствованы у Bratz с небольшими изменениями. Соответственно, Сашабелла — это кузина Саши, а ее фамилия Pose переводится «лапки». Это связано с ее символом, котиком, и с тем, что она контролирует животное царство своими чарами и может общаться с любыми существами. Как раз рядышком изображено существо, которое является ее питомцем. Это комок шерсти по имени Fluffin Scruff. Можно перевести как пушистый загривок. Открываем аккуратно коробку, так как кукла здесь никак не закреплена. Здесь нас снова встречает Fluffin Scruff, и его прическа у меня ассоциируется с рокерами 80-х. Предмет изучения Сашабеллы в этой коллекции — это экзотические животные языки. Ну и без волшебного зелья, конечно, не обойтись. Жаль, конечно, что все эти аксессуары на картонной накладке, они настоящие. И из аксессуаров с ней только сумочка. И кукла располагается около входа в школу. Да уж, видок у нее измученный. Жизнь ее изрядно потрепала за эти 10 лет, особенно ее прическу. А что с сапогами? Разрезы должны быть такими огромными. А еще на них сохлась какая-то резинка. В общем, над ее образом придется немного поколдовать. И, кстати, она пахнет как Барби 90-х, хотя она намного моложе. Итак, я распустила ее косу. У куклы достаточно длинные волосы. Они преимущественно белого цвета, очень красивого. Они блестят на свету и достаточно мягкие и приятные на ощупь. Я слышала, что волосы базовые были похожи на леску, а эти достаточно мягкие. Только на кончиках они жесткие и мочалятся. Между рядами прошивки большие расстояния. Пробор не обнаружен. И с передней стороны прошиты черные контрастные пряди. Они тоненькие и накрывают собой волосы. Также черные прядки есть в ее треугольной челке. Такая расцветка волос, конечно, волей-неволей напоминает Франкенштейн. Также на голове обнаружена пришитая нить, которая, возможно, ранее удерживала шляпку ведьмы. Теперь она не нужна, я ее сниму и постараюсь заново сделать прическу. Кстати, голова куклы твердая, не проминается, но это не из-за клея, а из-за твердого материала самой головы.
Я заплела ей новую косичку, закрепила резинками. Теперь прическа смотрится аккуратно, и кукла словно снова обрела свой шарм. Еще я распушила мех на ее меховых аксессуарах в разные стороны, и, по-моему, это выглядит очень стильно и экстравагантно. Саша Белла обожает меховые изделия. В этом образе на ней меховая накидка, меховая сумка и мех на обуви. Как я уже говорила, светло-зеленый – это основной цвет ее образа. Он не только природный, но еще и подходит под ее зеленые кошачьи глаза. Кстати, она обрела свои кошачьи глазки в первый день в Брадзиллас Академии моды и волшебства. Она надела мантию, произнесла милейшее заклинание «Братца Кадабра», ее зрачки сузились до кошачьих, и она обрела свой ведьминский образ. В том числе у каждой ведьмочки Брадзиллас есть отличительный знак в виде тату на теле. У Сашабеллы это племенной кот. Он располагается на правом бедре, дожил до наших дней без каких-либо дефектов. Котик угрюмый, и его стиль рисовки похож на языки пламени. У куклы достаточно темный загорелый скинтон. Ее макияж и глаза частично спрятались под челкой. С одной стороны, жаль закрывать эту красоту. С другой, создается эффект таинственности, как будто кошка выглядывает из-под своей густой шерсти. У кукол Брадзиллас вставные глаза, в отличие от Братц. И я, как любитель кошек, просто влюбилась в эти зеленые кошачьи глазки. Макияж на глазах очень яркий и креативный. Под глазами желтые тени, на подвижном веке салатовые, на складке века темно-бордовые и далее полоска теней цвета фуксия. Ну а под бровями очень красивые шиммерные жемчужные тени. Брови темно-коричневые, дугой, и они очень тонкие. Если смотреть на нее без челки, создается эффект немножко удивленного взгляда. Кстати, у глаз черный контур с нижними и верхними ресницами разной длины. На щеках бордовый румянец, на губах темно-фиолетовая насыщенная помада. В центре слегка видны белые зубки. В одном месте губы чуть стерлись от прикосновения коробки, но мне нравятся они по форме, по цвету и не кажутся слишком большими. В целом лицо этой куклы мне очень нравится. В ушах у куклы серьги из золотистого матового пластика в форме саблезубых котиков. Из ушей они вынимаются. Кстати, штырек короткий, удивительно, что не потерялись. Образ куклы довольно детализированный. К примеру, меховая зеленая жилетка представляет собой отдельный элемент одежды. Она выполнена из довольно жесткого меха, который еще и местами грязный и скатался в сосульки. С одной стороны на этой жилетке закреплен пластиковый герб Волшебной Академии моды. Наклейка с символами включает разные элементы моды и в том числе бикини. Герб школы с бикини. Как вам такое? Герб вставлен в эту жилетку с помощью пластикового штырька. И давайте ее снимем, чтобы посмотреть на рубашку. У жилетки есть подкладка из белого сетчатого материала. Так ее образ выглядит более степенно. Этакая колдунья-отличница. Ее рубашка с длинными рукавами выполнена из слегка прозрачного, жесткого синтетического материала. На голубом фоне изображены коричневые и салатовые узоры, похожие на соцветия растений. Ближе к манжетам рукава расширяются. Манжеты выполнены из широкой синей ленты. Наверху у рубашки высокий воротник-стоечка. С внутренней стороны сетчатая черная подкладка и какой-то неприятный сюрприз. Вот уж я не ожидала обнаружить паутину в кукле 2013 года. А вдруг в ней кто-то живет? Так, вроде там никого нет. И на ощупь эта паутинка очень тягучая. Внутри какой-то порошочек, возможно, чьи-то яйца. Я уверена, что в комментариях вы расскажете мне, что это такое. Но, в принципе, убралось это легко. Нет, ну а что вы хотели? Хэллоуин, паутина, ведьма. Все в тему. Воротничок также опоясывает желтая лента, которая перекрещивается с передней стороны, формируя что-то вроде бантика. В центре рубашки с передней стороны двойная голубая строчка, а ее край внизу неоднородный и словно рваный. С обратной стороны рубашка на липучке. Фух, здесь без сюрпризов. Видим только информацию от производителя, 2012 год, MJ, и по сути у нее вся спина исписана. И еще метка есть на затылке. На кукле короткая юбка в складку и с кокеткой. Она желто-салатового цвета в бирюзовый горошек. Подол как-то неудачно подшит, потому что по всей его линии осыпаются нитки. С обратной стороны она на липучке, а еще к этой юбке пришиты трусики. Не просто сетчатый поясок, как это часто бывает у кукол, а полноценные белые трусы, выполненные из мягкого тянущегося материала. Сумка куклы очень пушистая и похожа на прическу ее питомца. Надеюсь, ни один флаффинс-крафт при ее создании не пострадал. Сумка выполнена из синего лакированного кожзама. У нее тонкая шелковистая ручка. С передней
задней стороны она на липучке, и внутрь даже можно что-то положить. Кстати, сумка классно сочетается по цвету с манжетами ее рубашки. Сапожки у этой куклы такие же, как у базовой Ясмины, только здесь им добавили зеленую меховую верхушку. Я уже говорила, что на них подозрительно широкие разрезы. Возможно, резина разошлась со временем. У этой обуви высокая рельефная шнуровка, причем окрашенная в черный цвет. Сами сапожки светло-коричневые. Они с заостренным носиком, с рельефами сзади, на высоком черном каблуке и на платформе. Подошва с полосатыми рельефами. Кстати, я думала, мех приклеен, а он прямо-таки пришит к резине сапог. Давайте сравним куклу с промо-фото. На самом деле она очень похожа, просто у моей не хватает шляпки, которая, кстати, в этом выпуске повторяла шляпку базовой Саша Беллы. Курточка свежая и не пышная, а мне нравится делать ее пышной. В свою очередь на сапогах мех подсобран резинками. Видимо, это делали для пышности меха, но эти резинки до наших дней не дожили. Вот так выглядит тело куклы без одежды. Кукла Барби выше, чем Брадзиллас. При этом Брадзиллас чуть выше, чем Монстряшка. И ее голова больше по размеру, чем у куклы Monster High. Тело Брадзиллас более подвижно, чем тело куклы Брадс. У нее есть шарниры в локтях, в кистях, в талии, немножко скрипучий поворотный шарнир. О, шарнир может даже наклоняться, но выглядит это очень странно и нереалистично. Буквально виден тонкий стержень, соединяющий туловище и нижнюю часть тела. И у нее есть шарниры в коленях, тоже со звуковым эффектом. Голова куклы наклоняется, тоже со скрипом, но главное, она удерживает позиции. У меня в этом были сомнения, потому что она выполнена из твердого материала. И, кстати, несмотря на хорошую артикуляцию, тело куклы достаточно шаткое, особенно в области ног, все болтается и поскрипывает. И еще важное отличие от кукол Братц, у нее голые стопы, то есть обувь съемная, а не представляет собой часть ноги. Большая часть тела выполнена из пластика, кисти рук резиновые, голени тоже резиновые. На ручках выделяются ногтевые пластины и пальчики, на ногах тоже выделяются пальцы и ногти. Стопа под каблук. И несмотря на наличие настоящих трусиков, на теле куклы окрашены и молдированы жемчужно-белые трусики. Пишите в комментах, какие куклы Брадзиллас есть у вас, и ставьте лайк, если вы рады, что на канале наконец-то появился обзор на куклу этого бренда. Саша Белла мне очень понравилась. Ведьма-кошка – это моя остановочка. Чаще улыбайтесь, любите котиков, и я желаю вам волшебного настроения. И всем пока-пока!